Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и интересные слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, но при этом смотрятся очень красиво и интересно. Данные слитки у нас идут без шва на подошве. В конце, когда у нас будет готова вот такая вот заготовка, мы с вами сошьем заднюю часть нашего слитка и вот этот вот мысок. Для вязания данных слитков нам понадобится пряжа. В мастер-классе данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. По составу это у нас идет 49% шерсти и 51% акрила. И метраж у данной пряжи идет на 100 грамм 240 метров. Для вязания данных слитков нам понадобится два контрастных цвета пряжи. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но сейчас обязательно, перед тем как приступать к вязанию, мы с вами вначале разберемся с принципом вязания данных слитков и какую деталь, сколько сантиметров необходимо провязать так, чтобы данные слитки вы смогли связать абсолютно на любой размер ноги. Как я сказала, в мастер-классе мои слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Для того, чтобы нам связать слитки на нужный нам размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас я где-нибудь здесь вставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. По таблице мы видим, что 37 размер ноги у нас идет 23,5 сантиметра, а 38 размер ноги у нас идет 24,5 сантиметра. Я сейчас возьму среднее значение, это 24 сантиметра. Теперь от нашего размера ноги в сантиметрах мы должны отнять 10%, то есть минус 10%, и это у меня получается 21,6. То есть получается, вот эту заготовку я сейчас должна провязать 21 сантиметр и 6 миллиметров. Я сейчас округлю это в большую сторону, то есть до 22 сантиметров я округлю это. Поэтому по этой формуле вы можете высчитать, какую высоту вот этой заготовки вам необходимо провязать. Теперь, что касается вот этой ширины. Смотрите, ширина нашей этой заготовки должна быть где-то от 18 до 20 сантиметров. Давайте измерим мою деталь в сантиметрах, и у меня это получается, ну вот, почти 19 сантиметров ширина. Этот размер идет, скажем так, универсальный для любого размера взрослых слитков. Дальше, если посмотреть на нашу заготовку, то здесь у нас идет ровное полотно, а здесь нам нужно будет делать убавление. На убавление вот этих петель, вот это расстояние у нас является тоже величиной постоянной, то есть вот этот участок, где мы начинаем делать убавление, и до полного закрытия петель у нас уходит где-то около 6 сантиметров. Ну вот, соответственно, у нас получается, мы берем наши 22 сантиметра, это общая высота нашей детали, и отнимаем 6 сантиметров. Это то количество, где мы будем начинать делать наше убавление. И это у меня получается 16 сантиметров. То есть получается, моя вот эта заготовка будет состоять из 16 сантиметров вот ровного полотна, который мы здесь провяжем. И когда вот мы провяжем 16 сантиметров, здесь мы начнем убавлять наши петли. И вот на это убавление мне понадобится вот 6 сантиметров занимает вот этот участок. Итак, друзья, надеюсь, принцип вязания данных слитков вам понятен, и вы с удовольствием сейчас свяжете данные слитки вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр спиц 3,5 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я сейчас буду набирать 39 петель. При наборе петель желательно, чтобы в конце небольшой кончик у нас остался, так как этим кончиком в конце мы будем сшивать заднюю часть нашего слитка. Ну а я сейчас вот набираю 39 петель. На спице я набрала 39 петель. Если, к примеру, вы вяжете из другой пряжи, то вы должны учитывать, что раппорт нашего узора состоит из 5 петель, плюс 4 петли нужно набрать для симметрии узора.
Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше наш первый ряд я провязываю лицевыми петлями. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли опять провязываю лицевыми. Итак, вот я провязала 2 ряда, провязывала я все петли лицевыми, вот ниточкой серого цвета. Вязание я перевернула на лицевую сторону, и сейчас я беру ниточку вот контрастного цвета. В моем случае этот цвет такой светло-розовый. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик ниточки прикладываю к краю, и сейчас приступаем к вязанию следующего нашего ряда. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И дальше мы сразу же приступаем к вязанию нашего основного узора. Здесь сейчас самое главное провязать правильно вот этот наш распределительный ряд. Значит, вот первую кромочную петлю я провязала лицевой ниточкой розового цвета. Дальше вяжем вторую петлю вот лицевую, третью, четвертую. 4 петли розовым цветом у меня провязано на правой спице. Далее следующую петлю серую я просто переснимаю. Вот таким образом я ввожу спицу в эту петельку, переснимаю, не провязывая. Рабочая ниточка расположена за работой. Дальше вяжу опять одну петлю лицевую, вторую, третью и четвертую. Опять провязала 4 петли розовым цветом. Далее петлю серого цвета я также просто переснимаю, не провязывая. Рабочая нить расположена за работой. И снова провязываю 4 петли розовым цветом. Опять вот снятая петля, 4 петли розовым цветом, и опять петлю мы просто переснимаем, не провязывая. И снова после снятой петли провязываем 4 петли ниточкой розового цвета, и снова петлю мы просто переснимаем. Таким образом сейчас довязываем этот ряд до конца. И вот смотрите, получается у меня в конце петлю я сняла, дальше вот в конце провязываем 1 лицевая, 2, 3 и последняя кромочная петля, ее я провязываю изнаночной петлей. Это вот как раз таки в конце у нас идут 4 петли нашей симметрии. И вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю снимаю, и дальше розовые наши петли мы будем провязывать лицевыми. То есть вот 1 лицевая, 2, 3, так чтобы с лицевой стороны у нас образовывалась наша платочная вязка. Серые петли и в изнаночных сейчас, и в лицевых рядах мы будем просто переснимать. В изнаночном ряду вот нашу серую вот эту петлю я также просто переснимаю, но рабочая ниточка у нас сейчас расположена перед работой, то есть она у нас должна остаться также на изнаночной стороне. Дальше мы опять вяжем 4 петли лицевых, петлю серую сняли, не провязывая, а рабочая нить перед работой. И опять 4 петли лицевых. Серую петлю мы просто снимаем, не провязывая. Рабочая нить расположена вот перед работой. Таким образом сейчас довязываем наш этот ряд изнаночный до конца. Итак, я закончила вязать изнаночный ряд, и это получается мы с вами провязали 4 ряда нашего основного узора. Далее вот вязание я держу лицевой стороной вверх, мы продолжаем вязать ниткой розового цвета. С лицевой стороны сейчас мы вяжем наш 5-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше розовые петли я провязываю лицевыми петлями. То есть вот 1 лицевая, 2 лицевая, 3. Дальше идет наша серая петля. Здесь мы также эту серую петлю вот просто переснимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. То есть на изнаночной стороне у нас она остается. И опять 4 петли лицевых. Серую петлю просто снимаем. 4 петли лицевых. Серую петлю мы просто переснимаем, не провязывая, рабочая нить за работой. То есть таким образом довязываем 5-й ряд нашего основного узора до конца. Лицевой ряд я закончила вязать, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше вяжу опять розовые петли, мы вяжем лицевыми. То есть это мы вяжем 6-й ряд нашего основного узора. Значит, вяжем 1 лицевая, 2, 3. Дальше идет наша серая петля,
Мы ее опять просто переснимаем, не провязывая, рабочая нить перед работой, то есть на изнаночной стороне. И опять 4 петли лицевых, это идут наши розовые петельки. Серую петлю мы просто переснимаем, не провязывая. Опять 4 петли лицевых. Серую петлю мы просто снимаем, не провязывая. Довязываем 6-й ряд нашего основного узора до конца. Итак, я закончила вязать 6-й ряд нашего основного узора, и это мы с вами провязали один раппорт нашего узора в высоту. Он у нас будет состоять из 6 провязанных рядов. То есть 2 ряда мы будем провязывать вот ниточкой серого цвета и 4 ряда ниткой розового цвета. Далее наше вязание мы будем повторять с 1 по 6 ряд, провязывая полотно на необходимую высоту. То есть сейчас сбоку мы поднимаем вот здесь ниточку нашего серого цвета, то есть мы здесь никаких кончиков не обрываем, то есть вот поднимаем нитку нашего серого цвета и приступаем к вязанию второго нашего раппорта. То есть первую кромочную петлю мы сейчас провязываем лицевой петлей, так как у нас идет смена цвета. И серой ниточкой, и лицевой, и изнаночный ряд мы сейчас провяжем все петли лицевыми. То есть вот мы все наши 39 петель провязываем лицевыми. И розовые петельки мы провязываем, и серые. То есть провязывая все петли лицевыми, мы сейчас провяжем серой ниточкой лицевой ряд и изнаночный ряд. Также провяжем лицевыми петлями. Итак, вот я провязала 2 ряда ниточкой серого цвета, то есть лицевой и изнаночный. Все петли я провязывала лицевыми, и у нас получилась вот одна платочная дорожка, вот провязана ниткой серого цвета. Далее мы сразу поднимаем сбоку нашу нитку розового цвета вот от моточка и приступаем к вязанию 3-го ряда нашего основного узора. Первую кромочную петлю мы сейчас провяжем лицевой, так как у нас идет смена цвета. Это наша первая петля. Дальше вот вяжем 2-я лицевая, 3-я лицевая и 4-я лицевая. И здесь уже вот у нас четко видно та петля, которую мы должны просто переснять. То есть 4 петли розовым, серую петлю мы сейчас просто снимаем. Дальше опять 4 петли розовых, и вот она у нас эта петля. Серую петлю мы просто переснимаем, не провязывая. Рабочая нить за работой, то есть она у нас должна остаться на изнаночной нашей стороне. Опять 4 петли лицевых, петлю просто сняли, не провязывая. То есть вот мы с вами сейчас ниточкой розового цвета должны провязать 4 ряда. Значит, все розовые наши петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать лицевыми петлями. Таким образом, я сейчас буду провязывать вот это полотно вверх, чтобы высота была, вот в моем случае, 16 сантиметров. Или я сейчас провяжу, так как я вяжу уже второй следок, один я уже связала, чтобы у меня было 11 вот таких вот прямоугольников розовым цветом. Итак, вот я провязала, как я сказала, 16 сантиметров в высоту моего полотна. И сейчас вот как раз таки на этом этапе я буду немножечко запускать петли с одной и со второй стороны вот этой моей заготовки. И вот как раз таки на запуск петель, как мы с вами разбирались в начале видео, у меня уйдет где-то примерно около 6 сантиметров. Давайте сразу на этом этапе также измерим мою вот эту заготовку. И вот смотрите, высота у меня получается вот 16 сантиметров и ширина, ну вот где-то 18,5, почти 19 сантиметров ширина вот этой моей заготовки. И теперь мы сейчас будем продолжать вывязывать вот этот наш рисунок, только теперь в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда мы будем убавлять петли. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше первую и вторую петлю после кромочной я провязываю 2 петли вместе лицевой вот за переднюю стеночку, и дальше продолжаю вязать наш рисунок. То есть вот серую просто снимаю, дальше опять 4 петли лицевых, серую петлю снимаю, 4 петли лицевых,
серую петлю снимаю. Таким образом мы сейчас продолжаем вязать этот ряд, не довязывая вот до конца этого ряда 3 петель. И вот в конце ряда у меня здесь осталось 3 петли. Вот эту первую и вторую петлю в конце ряда я также провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провязываем так, как мы провязывали вот на протяжении всего вот этого полотна. То есть розовые наши петли мы провязываем лицевыми, серые петли мы просто переснимаем, не провязывая рабочую нить перед работой. Поэтому вот довязываем наш изнаночный ряд до конца. Изнаночный ряд я провязала, вязание я перевернула вот на лицевую сторону, и с лицевой стороны опять в начале и в конце ряда мы будем делать убавление. То есть первую кромочную петлю снимаю, и дальше вторую и третью петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Дальше серую просто петлю переснимаю, нить за работой, и дальше продолжаем вязать этот ряд. Вот 4 петли лицевых, петлю сняли, 4 петли лицевых, петлю сняли. Опять не довязываем до конца вот лицевого ряда 3 петель. В конце ряда вот серую петлю я просто сняла, и осталось 3 петли. Также здесь первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вязание я опять переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провязываем по рисунку. То есть розовые петли мы провязываем лицевыми, серые петли мы просто переснимаем. Итак, я провязала вот 4 ряда ниткой розового цвета и сделала, получается, 2 убавления в начале нашего вязания и 2 убавления в конце нашего вязания. Теперь мы должны поднять сбоку ниточку нашего основного серого цвета. Смотрите, что здесь мы делаем. Так как здесь у нас пошло вот убавление петель, и здесь получается вот такой скос, чтобы здесь вот эти протяжки не были видны, вот именно на этом этапе, когда мы будем делать наши убавления, первую вот эту кромочную петлю при смене цвета я не буду провязывать лицевой петлей. То есть здесь эту петлю я сейчас просто пересниму, не провязывая. Это наша первая кромочная петля. И здесь сразу же вот первую и вторую вот эту серую петлю я провяжу сейчас 2 вместе лицевой за переднюю стеночку. То есть сделаю наше следующее убавление. И дальше продолжаем вязать этот ряд, провязывая ниточкой серого цвета все петли лицевыми, и розовые, и серые. И опять мы до конца не довязываем 3 петель. И вот в конце лицевого ряда у меня осталось 3 петли. 2 розовых и 1 серая петля. Значит, сейчас вот эту серую петлю я переверну, то есть я ее сниму и обратно одену на спицу левую, так, чтобы правая стенка этой петли была вот за работой. Вот она у нас. И теперь эту серую петлю и розовую я провяжу 2 вместе лицевой вот петлей. Так, чтобы у нас вот эта серая ниточка легла поверх нашей розовой петли. И последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны этот ряд мы провяжем все петли лицевыми. Последнюю кромочную петлю вот здесь я провяжу изнаночной петлей. Итак, вот я провязала серой ниточкой изнаночный ряд, все петли я провязала лицевыми, и у нас вот получилась наша платочная дорожка. Поэтому здесь эту розовую нашу петлю я провяжу кромочную лицевой. Вот она у нас идет так. И дальше мы первую и вторую петлю после кромочной в лицевом ряду провязываем 2 вместе лицевой петлей. Дальше вот мы смотрим, мы должны провязать 3 лицевых петли. Вот 1, 2, 3. И вот идет наша петля, которую мы просто переснимаем, не провязывая. Дальше опять 4 петли лицевых, это ниточкой розового цвета. Следующую петлю мы просто снимаем, не провязывая рабочую нить за работой. Таким образом заканчиваем вязать этот ряд, не довязывая опять до конца вот 3 петель. Здесь вот у нас осталось в конце ряда также вот 3 петли. Здесь у нас идут 2 темные ниточки, поэтому здесь я тоже вот эту первую петлю сначала переверну, так чтобы правая стенка петли была вот за работой. И дальше первую и вторую петлю провяжу 2 вместе лицевой за заднюю стеночку.
после чего последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей, и вязание сейчас переверну на изнаночную сторону. Таким образом мы сейчас будем продолжать делать наши убавления, пока вот эта наша заготовка не будет равна тому количеству сантиметров, которое мы с вами вот рассчитывали в начале этого видео. То есть в моем случае эту заготовку я сейчас должна провязать, чтобы общая высота была 22 сантиметра. Или это у меня получится, что я буду делать убавление до тех пор, пока у меня на спицах не останется 17 петель. Поэтому продолжаем вязать нашу заготовку, делая убавление в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда. Итак, вот я вывязала всю высоту моего полотна и сделала все убавки. То есть я последний ряд убавок вот провязала по лицевой стороне. У меня сейчас на спицах 17 петель. И вот с этой стороны у меня сейчас расположена моя рабочая ниточка. Сейчас я вязание переверну на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны я закрою все эти петли. Но перед тем, как закрывать эти петли, давайте сразу измерим высоту. И вот смотрите, высота у меня получается вот ровненько 22 сантиметра. Ниточку серого цвета здесь я уже вот обрезала, так как мы больше не будем вязать ниткой серого цвета. И вот ниткой розового цвета я сейчас буду закрывать все эти петли с изнаночной стороны. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую снятую протягиваю и спускаю вот через провязанную. Провязала, протянула и спустила. Вот серая, провязала, протянула и спустила. Таким образом мы закрываем все наши петли до конца этого ряда. И вот я закрыла все наши петли. У меня осталась одна последняя петелька. Эту петлю я вытаскиваю подлиннее. Дальше кончик от моточка мы можем уже обрезать. И в эту нашу петлю мы продеваем вот этот кончик от моточка, который мы обрезали. Обрезаем кончик с тем учетом, чтобы нам хватило сшить переднюю часть нашего слитка. И дальше нашу петельку эту аккуратненько мы затягиваем. Теперь нам осталось только сшить наш следок. Серую нашу нитку от начала нашего вязания я одела в иголку с большим ушком. И сейчас мы будем приступать к сшиванию задней части нашего следка. Сшивать наш следок я буду вот с лицевой стороны. Вот идет моя рабочая ниточка. И иголку я буду вставлять в кромочные петли, выводя иголку поочередно. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны, с изнаночной стороны на лицевую. То есть вот я ее вставляю в кромочные петли с изнанки на лицо. Сначала с этой стороны, затем вот с этой стороны в кромочные петли, то есть с изнанки на лицо я вставляю иголку с другой стороны. И так мы сшиваем наш задний шов поочередно, вставляя иголку с изнанки на лицо, сначала с одной, затем с другой стороны. Итак, вот я прошила наш шов, вот так он у нас выглядит с лицевой стороны. И вот так у него выглядит изнаночная сторона. Все идет абсолютно гладко и нигде ничего не выступает. Далее мы эту иголку вот вставляем в серединку, где мы закончили сшивать нашу заднюю часть слитка, и эту ниточку выводим вот на изнаночную сторону. Дальше в конце мы этот кончик с вами спрячем. Дальше в иголку с большим ушком мы должны одеть вот эту вот ниточку, где мы запускали переднюю часть нашего слитка. Здесь наш следок вот я складываю также пополам, и сначала мы сошьем вот этот край. Это те края, где мы сейчас только что закрывали наши петельки. Вот я складываю пополам, вот идет моя рабочая ниточка, и вставлять иголку вот здесь, в этом промежутке, я буду не в кромочные петли, здесь вот между нашим краем закрытия и между нашей платочной дорожкой вот идет как такой лицевой ряд. Вот сюда, в этот промежуток, и здесь, соответственно, тоже в этот промежуток я буду вставлять иголку справа налево. Смотрите, вот здесь я вставляю иголку вот справа налево, иду на эту сторону, здесь также вот справа налево за вот галочку такую, видите, вставляю иголку, ниточку вывожу, иду на эту сторону, также вот смотрю, где наша галочка, вот она у нас идет, вставляю иголку справа налево здесь, затем здесь также вот справа налево, иду сюда, смотрю нашу следующую галочку
и вставляю иголку справа налево. Итак, вот я прошила наш мысок, вот этот. Теперь смотрите, ниточку, чтобы нам не обрывать, вот она у нас находится, а нам нужно продолжать сшивать вот эту часть нашего слитка. Я вот здесь в наш шов, вот здесь он хорошо виден, этот шов, вот он у нас идет с изнаночной стороны, то есть вот в кромочные вот так петли, между кромочными и нашим швом иголку вывожу вот в то место, где я начинала вот прошивать вот этот наш участок. Вот я здесь, видите, продела, и здесь, то есть внутри. Вот здесь ниточку эту вытягиваю с иголкой. И теперь мы будем сшивать вот эту часть нашего слитка. Вот идет вот эта серая полоса, где мы только что прошивали заднюю часть нашего слитка. Мы ее пропускаем. И сейчас отсчитываем наши серые полоски от этой. Вот идет первая полоса, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8. И сейчас вот эту 8 полосу мы должны отметить вот маркером или ниточкой контрастного цвета. То есть сейчас мы будем сшивать вот эту часть нашего слитка до нашего маркера. Или вот от задней нашей части вот это отверстие вообще должно быть где-то, вот у меня это 12 получается сантиметров, но вот это отверстие должно быть где-то 11-12 сантиметров. Это вот тот участок, куда мы будем вставлять нашу ногу. И здесь прошивать вот эту часть нашего мыска я также буду за первую петлю от нашей платочной дорожки. То есть вот моя ниточка, и вот идет наша первая платочная дорожка розового цвета. Я вставляю в первую петлю от нашей платочной дорожки иголку справа налево с этой стороны. Затем иду вот с этой стороны, вот наша также розовая платочная дорожка и первая петелька справа налево с этой стороны. Серой дальше у нас идут полоски. Вот первая петля справа налево с этой стороны. И затем с этой стороны также я вставляю иголочку справа налево. Дальше опять розовая вместе с розовой. Здесь вот также у нас получается вот розовая и розовая, серая. И вот здесь у нас получается серая. Таким образом мы сшиваем вот эту часть нашего мыска. При сшивании контролируем, чтобы вот наши эти полосочки совпали. Итак, вот я прошила нашу серую полоску, где мы отмечали маркером. И еще я следующую платочную дорожку, вот розовую, также прошила, и все. То есть вот я сшила переднюю часть нашего мыска. Вот таким образом он у нас сейчас выглядит. Теперь вот эту ниточку я вывожу на изнаночную сторону. В конце мы этот кончик с вами спрячем. Теперь мы должны взять ниточку, которой вы планируете делать обвязку. Я сейчас беру белый цвет и крючок. Я взяла белую ниточку, просто кончик вовнутрь прикладываю сюда. И вот здесь, где я закончила сшивать наш следок, я вставляю крючок. Крючок я взяла 3 миллиметра. Вот сюда в центр и вывожу первую нашу петельку. Делаю одну такую закрепляющую петлю, вот она у нас идет. И дальше делать обвязку я буду вот в кромочные петли, вставлять крючок, вынимать петлю и вот эту петлю провязывать. То есть мы сейчас делаем обвязку по кругу, провязывая этот ряд столбиками без накида, вот в каждую кромочную петлю. Итак, вот я провязала этот ряд обвязки до конца. Теперь вот в эту петлю, где мы начинали делать обвязку, вставляю крючок, вынимаю петельку и эту петлю сразу же провязываю. Теперь я буду делать второй ряд обвязки, провязывая этот ряд соединительными столбиками. То есть в каждую петлю, вот они у нас хорошо здесь видны, беленькую, я буду вставлять крючок, вынимать петельку и эту петлю сразу же провязывать. Вот. Вставили крючок, вынули петлю и провязали ее сразу же. Вставили, вынули, провязали. При провязывании этого края стараемся контролировать натяжение нити и вот этих петель так, чтобы этот край не был очень туго перетянут. Итак, вот я провязала и второй ряд обвязки до конца. Теперь вот сюда в центр я вставляю крючок, вот вынимаю нашу последнюю петельку, провязываю эту последнюю петлю, делаю вот такую одну закрепляющую петлю. Ниточку здесь от моточка мы обрезаем. И теперь эту петельку мы просто вот так вынимаем. Ниточку хорошенько здесь подтягиваем и
здесь по изнаночной стороне, этот кончик самостоятельно прячем. И вот, друзья, после того, как мы по изнаночной стороне спрятали все наши кончики, вот такие вот красивые и интересные следочки у нас сейчас с вами получаются. Теперь несколько слов про декор. При желании сюда можно вообще ничего не делать, потому что они сами по себе смотрятся красиво и интересно. Если захотите, можно эти следки украсить. Допустим, я предлагаю вот такой вот вариант. Эти цветочки я вязала вот по своему же мастер-классу. Подробный мастер-класс, как связать такие цветочки, есть у меня на канале. И ссылочку я вам сейчас здесь выше оставлю. И также будет ссылка закреплена ниже в инфобоксе. Вязала я эти цветочки из пряжи Alize Bella. Но для вязания данных цветочков вы можете использовать абсолютно любую пряжу. То есть, и, соответственно, если вы захотите сделать вот такую же композицию, то есть нужно будет связать 5 цветочков и, допустим, второй наш следок украсить вот такой же композицией, но чтобы она смотрела в эту сторону. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, поддержать меня пальчиком вверх. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!